Доброе утро, Иван. Можно с тобой поговорить? Доброе утро, Анна. Конечно, что случилось? Я переживаю за свой класс. Дети совсем не мотивированы. Мой класс тоже не всегда активен, это правда сложно. Иногда я говорю, и тишина. Никто не хочет отвечать. Ты пробовала новые методы на уроках? Да, я пробовала работать в группах. Не помогло. Они все равно смотрят в окно или рисуют. Может, стоит попробовать игры на уроке? Игры. Я не уверена, что это подойдет пятиклассникам. У меня пятиклассники любят викторины, особенно командные. Интересная идея. А что за викторины ты проводишь? Например, вопросы по теме и маленькие призы. Иногда просто похвала от учителя– отличный мотиватор. Да, дети любят, когда их хвалят за успехи. У меня еще есть ученики, которые часто опаздывают. Я знаком с этим. Может, поговорить с их родителями? Я несколько раз уже звонила маме Васе, но без изменений. Может, Васю стоит дополнительно поддержать? Ты имеешь в виду индивидуальные занятия? Да, иногда разговор с учеником помогает понять причину. Попробую. А как ты справляешься со скукой на уроках? Иногда показываю короткие видеоролики по теме. А дети не начинают шуметь после видео? Нет, если видео короткое и интересное. Они обсуждают. Я попробую и этот вариант. Спасибо за совет. Не за что. Если хочешь, могу поделиться материалами. Да, было бы здорово. Спасибо, Иван. Всегда рад помочь. Ты хороший учитель, Анна. Спасибо, приятно слышать. Надеюсь, получится изменить ситуацию. Я уверен в тебе. У тебя обязательно все получится. Будем стараться вместе. Удачи на уроках. Спасибо. Тебе тоже хорошего дня, Анна. Оля, посмотри, сколько у нас здесь круп и консервов. Да, Иван. Почему у нас так много макарон и фасоли? Я всегда покупаю макароны. Их легко и быстро готовить. Да, с этим я согласна. А почему столько консервированных овощей? Консервы удобно хранить, они долго не портятся. Например, ты любишь тушенку и горошек, да? Да, тушенка часто выручает. Можно сварить суп или рагу. А гречка? Я заметила, ее всегда много. Гречка– полезная и вкусная крупа. Я ел ее с детства. Я тоже люблю гречку. Мы часто делаем ее на ужин. Вот еще рис и чечевица. Ты готовишь из них часто? Рис? Да. Я делаю плов или просто гарнир. Чечевицу иногда добавляю в суп. Она тоже полезная. У нас есть и мука. Я иногда пеку блины по выходным. Твои блины самые вкусные. Дети их любят. Спасибо, Оля. А ты почему всегда берешь мед? Я ем его с чаем и добавляю в кашу по утрам. Я заметил, у нас часто есть орехи и сухофрукты. Да, это быстрое и полезное перекусывание. Еще у нас всегда много соли и сахара. Без соли и сахара трудно готовить. Они в каждом блюде. Когда мы покупаем масло, его тоже много уходит. Да, на кашу, на жарку, да и просто с хлебом вкусно. Я обычно смотрю, чтобы круп и консервов хватало надолго. А свежие продукты мы покупаем каждую неделю. Да. Например, молоко и овощи быстро заканчиваются. Ты всегда рассчитываешь, чтобы ничего не пропало. Стараюсь. Не люблю, когда пища выбрасывается. Тогда я буду тоже следить за запасами в шкафу.
Спасибо, вместе нам легче все организовать. У нас уютная кухня и всегда есть что приготовить. Главное, чтобы дома было тепло и вкусно. Привет. Ты уже ждал меня здесь, в зале ожидания? Да, привет. Я только что пришел. У тебя все хорошо? Да, немного волнуюсь. Это мой первый раз за границей одна. Не переживай, у тебя все получится. Куда ты летишь? Я лечу в Прагу на неделю. Всегда мечтала увидеть этот город. О, здорово. Ты уже бронировала отель. Да, забронировала хостел рядом с центром. Надеюсь, будет удобно. Отличный выбор. Что ты хочешь там посмотреть? Я хочу гулять по старому городу, пробовать местную кухню. Еще планирую посетить музеи и замок. Ты был в Чехии? Нет, я был только в Польше, но слышал, в Праге красиво. Польша тоже интересная страна. Где именно ты был? В Кракове. Очень понравилось. Люди дружелюбные. Я тоже надеюсь встретить хороших людей в Праге. Ты знаешь чешский или английский? Чешский – только пару слов. Буду говорить на английском. Ясно. А как ты подготовилась к поездке? Я читала много советов в интернете и собрала чемодан сама. Купила новую сумку с наклейками из разных стран. Вижу, веселая сумка. Это твой талисман путешествий? Наверное, она делает меня смелее. Береги себя. Ты путешествуешь одна впервые? Да, раньше всегда ездила с друзьями или родителями. Все будет хорошо. Главное — быть внимательной. Спасибо, я сохраню твои советы в памяти. А ты когда-нибудь хотел поехать совсем один? Да, думал об этом. Наверное, это интересно и страшновато. Согласна. Немного страшно, но больше интересно. Возвращайся с новыми историями и фотографиями. Обязательно. Я буду писать тебе из путешествия. Жду твоих рассказов. Счастливого пути, Катя. Спасибо, Илья. До скорого. Привет, Мария. Давно не виделись. Как дела? Привет, Алексей. Все хорошо, спасибо. А у тебя? У меня тоже все нормально, просто много думаю. О чем ты думаешь? Я не знаю, продолжать учиться или начать работать. Это правда сложный выбор. Почему ты сомневаешься? У меня уже есть диплом бакалавра, но нет опыта работы. А кем ты хочешь работать? Я хотел бы быть программистом в Москве. Сейчас много вакансий для программистов. Да, но мне кажется, без магистратуры будет сложно. Может, сначала поработать, а потом учиться дальше? Возможно, но боюсь не успевать все вместе. А хочешь попробовать совмещать работу и учебу? Иногда можно, но боюсь устать и не справиться. Я тебя понимаю, у меня похожая ситуация. Я тоже думаю о работе, но родители просят учиться дальше. Что ты хочешь сама? Я бы хотела получать опыт и заработок. Это правильно, опыт работы очень важен. Иногда теория кажется бесполезной без практики. Согласен, но учеба дает хорошие знания для будущего. Ты рассматривал стажировки? Это как работа и учеба вместе. Да, я ищу стажировку этим летом. А в какой компании ты хотел бы работать? Мне нравится Яндекс или Сбер. Это отличные компании, там много чему можно научиться. Спасибо, а ты хочешь работать в Петербурге? Да, я люблю этот город. Здесь много возможностей. Главное — выбрать то, что тебе интересно.
Ты прав. Будем поддерживать друг друга. Конечно, все получится. Удачи, Мария. Спасибо, Алексей. Тебе тоже удачи. Марина, ты уже отдохнула после дороги? Да, Иван, но дорога была очень утомительной. Я согласен, поезд опоздал почти на 2 часа. Я так надеялась, что все будет по расписанию. Да, жаль. А еще этот дождь вчера весь день. Хотела пойти в парк, но дождь все испортил. Ну, хоть на балконе спокойно посидели вечером. Да, вид здесь замечательный, атмосфера уютная. Хотя к отелю у меня тоже есть вопросы. Например, Когда мы приехали, номер был еще не готов. Долго пришлось ждать на ресепшене. я помню, чемодан был очень тяжелый. Зато персонал был очень дружелюбный. Это правда, нам сразу показали наш этаж. Кстати, завтрак тебе понравился. Да, вкусно, но было мало фруктов. Может, завтра попросим еще яблок? Отличная идея, Иван. А тебе что понравилось? Мне понравился вид с балкона на старый город. И мне. Вчера вечером там было особенно красиво. Жаль, что экскурсию по городу отменили. Да, хотела посмотреть на церковь и на площадь. Может, сами погуляем завтра, если будет солнце? Давай, только надеюсь, погода будет лучше. Я проверю прогноз утром. Спасибо, Иван. А поезд домой точно не отменят? Думаю, нет, но все равно проверю расписание. Я рада, что ты всегда все контролируешь. Я стараюсь, Марина, ведь ты со мной. Спасибо. Вместе мы справимся с любой проблемой. Точно. Главное — быть вместе, несмотря ни на что. Согласна, давай просто наслаждаться отдыхом. Максим, ты готовишься к экзаменам? Да, мама, я учу математику и биологию. Ты выглядишь усталым. Все хорошо? Я просто нервничаю. Это очень важно для меня. Я понимаю тебя. Экзамены — это всегда стресс. Ты хорошо готовился. У тебя все получится. А если я забуду что-то важное на экзамене? Не волнуйся. Главное — быть спокойным и внимательным. Иногда мне кажется, что я все забыл. Так бывает, когда волнуешься. Это нормально. Ты можешь сделать небольшой перерыв сейчас. Но времени мало. Я боюсь не успеть все повторить. Немного отдыха поможет тебе лучше запомнить материал. Ты тоже нервничала перед экзаменами, когда была школьницей? Конечно, Максим. Я всегда волновалась перед экзаменами. Мне помогало пить горячий чай и говорить с мамой. Вот почему у нас сейчас чай на столе. Да, чашка чая успокаивает, особенно на кухне. Спасибо, мама. Мне приятно с тобой разговаривать. Я всегда готова тебя поддержать. Ты мне очень дорог. Иногда мне кажется, что папа не волнуется за меня. Папа тоже переживает, просто он не всегда это показывает. Я хочу хорошо сдать экзамены, чтобы гордиться собой. Я в тебя верю. Ты старательный и умный мальчик. Спасибо. Я попробую сегодня лечь спать пораньше. Это правильно. Хороший сон – лучший помощник перед экзаменом. Я завтра еще повторю билеты и формулы. Повторить – это полезно, но главное – отдохнуть. Уверена, все будет хорошо. Ты к этому готов. Спасибо, мама. Я чувствую себя спокойнее. Пей чай, а потом немного отдохни.
Я так и сделаю. Спасибо за поддержку, мама. Иван, ты уже решил, в каком университете хочешь учиться? Мама, я думаю поехать в Москву, там много возможностей. Москва далеко. Почему не выбрать что-то ближе к дому? Я хочу попробовать жить сам и стать самостоятельным. Я понимаю, но я буду скучать по тебе, сынок. Я тоже буду скучать по дому, но хочу учиться в МГУ. Тебе не страшно ехать так далеко от семьи? Чуть-чуть страшно, но я уверен, что справлюсь. У тебя уже есть друзья в Москве? Только знакомые, надеюсь там познакомиться с новыми людьми. Ты умеешь готовить себе еду? Я учусь готовить. Ты мне покажешь еще пару рецептов? Конечно, я научу тебя делать борщ и плов. Не забывай звонить домой, когда будет время. Я обещаю, мама. Я буду писать и звонить часто. Мы всегда поддержим тебя, если будет трудно. Спасибо, мама. С твоей поддержкой я уверен в себе. Ты уже выбрал общежитие или квартиру? Я думаю жить в общежитии, там дешевле и веселее. Помни, что учеба главное. Не отвлекайся слишком. Я знаю, буду стараться учиться хорошо. Если что-то не получится, возвращайся домой. Спасибо за заботу, но я хочу попробовать сам. Я горжусь тобой, Иван. Ты стал взрослым. Спасибо, мама. Я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю. Ты всегда наш сын. Давай посмотрим вместе карту и буклеты университетов. Вот, смотри, здесь кампус МГУ, а это общежитие. Как тебе нравятся условия проживания на фотографиях? Видно, что все чисто и уютно. Мне понравилось. Ты уже знаешь, как самостоятельно стирать одежду? Я научусь. Возможно, будут стиральные машины в общежитии. Главное, верь в себя и заботься о здоровье. Да, мама, я буду следить за собой и учебой. Ну вот, Анна, как прошел твой первый день в новой школе? Папа, было немного страшно, но мне понравилось. Ты познакомилась с кем-нибудь из одноклассников? Да, я поговорила с Олей и Петей на перемене. Они добрые ребята. Очень. Оля показала мне, где столовая. Петя помог найти мой класс. Сколько у тебя сегодня было уроков? 5 уроков. Математика, русский, литература, история и английский язык. Какой урок тебе больше всего понравился? Больше всего мне понравилась литература. Учительница добрая. Да, Татьяна Ивановна очень улыбчивая. Ты поняла домашнее задание? Да, оно несложное. Прочитать рассказ и написать 5 предложений. Отлично, ты молодец. Как кормили в столовой? Был суп и картошка с котлетой, все вкусно. Ты нашла свою раздевалку? Сначала немного заблудилась, но потом спросила у учителя. Хорошо, что помогли. Ты волновалась утром? Да, чуть-чуть. Боялась не найти класс. Но сейчас уже не страшно, все стало привычнее. Я горжусь тобой, Анна. Ты быстро все освоила. Спасибо, папа. С твоей поддержкой мне проще. Если будут вопросы, не стесняйся спрашивать учителей. Обязательно. Мне нравятся учителя, они добрые. Ты взяла все учебники домой? Да, они тяжелые, но я справилась. Маму порадует, что ты довольна. Я расскажу ей все вечером. Давай теперь отдохнем, а потом сделаешь уроки. Хорошо, папа. Я так устала, но счастлива.
Привет, Саша. Как ты питаешься, когда живешь один? Привет, мама. Я стараюсь готовить сам. Что ты обычно готовишь на завтрак? Часто ем овсянку или бутерброды с сыром. А чай пьешь утром? Да, всегда пью чай с лимоном. Сегодня ты купил хлеб и молоко. Да, я купил хлеб, молоко и яйца. Яйца – это хорошо. Ты умеешь готовить омлет? Да, делаю омлет с сыром и помидорами. Молодец. А на обед что обычно ешь? Иногда делаю куриную грудку с гречкой. А суп варишь сам? Пока нет, суп покупаю готовый. Старайся варить суп сам, это полезнее. Хорошо, мам. Я попробую сварить борщ. Если хочешь, я дам тебе мой рецепт. Спасибо, будет интересно попробовать. Ты ешь овощи и фрукты каждый день. Почти каждый день. Яблоки, бананы, огурцы. Отлично. А сладкое часто ешь? Не очень часто, иногда люблю печенье. Молодец, главное, не переедай сладкого. Я стараюсь. Ты принесла что-то вкусное? Да, я купила клубнику и булочки. Здорово. Можно сейчас попить чай вместе? Конечно, давай разложим продукты. Я помогу тебе и поставлю чайник. Спасибо, сынок, ты стал самостоятельнее. Спасибо, мама. Я учусь у тебя. Если нужна помощь с рецептами, звони. Обязательно. Твои советы всегда полезны. Мне нравится, что ты заботишься о питании. Спасибо, мама. Мне важно быть здоровым. Оля, посмотри, я принес ракушку с моря. Как красиво! Это из Черного моря? Да, я был там этим летом. Очень люблю это место. Я тоже люблю море. У меня есть открытка из Сочи. Можно посмотреть открытку. Конечно, вот она. Мне ее прислала подруга. Открытка очень яркая. Красивое море на фото. Да, я часто смотрю на нее и вспоминаю отпуск. А ты часто собираешь сувениры из путешествий? Да, я всегда привожу домой маленькие вещи. У меня дома много магнитов на холодильнике. У меня есть коллекция чашек с городов России. Как интересно. А какая твоя любимая чашка? Чашка из Санкт-Петербурга, она синего цвета. Я бы хотел поехать в Санкт-Петербург. Тебе понравится город. Там красивые мосты. Оля, а ты любишь сувениры с символами города? Очень. Я люблю покупать брелоки и значки. Я тоже. Брелоки всегда напоминают о поездке. А что еще ты привозишь из путешествий? Иногда беру маленькие книги или открытки. Я тоже так делаю. У меня есть книги из Казани. Мне бы хотелось побывать в Казани. Мы могли бы съездить туда вместе когда-нибудь. Это отличная идея. Я люблю открывать новые места. У нас будет много новых сувениров. Да, я обязательно куплю новую чашку. А я найду красивую ракушку для нашей коллекции. Мы можем потом пить чай и вспоминать поездку. Согласен, хорошие воспоминания делают счастливыми. Да, такие маленькие вещи много значат для сердца. Спасибо, что делишься своими историями, Оля. Спасибо тебе, Леня, за приятную беседу.